This, okay, so every fix needs to, every society is different and you're right. We don't know what's... отличается, и хорошо, конечно, знать, как у вас. If your kids are used to chores or such as folding laundry or doing dishes, если ваши дети привыкли стирать белье или мыть посуду, такому труду, those really aren't fixes that would be appropriate. наверное, такие виды исправлений не подходят. Unless, Но если только if taking on one of those chores представим ситуацию, возьмем такое занятие for a couple of weeks на 2 недели. is someone else's responsibility, Представьте, это было раньше чьей-то обязанностью. then it would be okay. So, if mom И человек, ребенок эту обязанность на себя перенимает на это время. Вот представьте, например, мама. if her responsibility was to always do the laundry, Например, мама всегда отвечала за стирку белья. and it's not the child's, Никогда ребенок за это не отвечал. then to pull her close again and to fix with her, И чтобы к ней приблизиться и помириться с ней, that would make her feel good because it's one thing less that she has to do. это хороший вариант, потому что таким образом матери придется исполнять меньше обязанностей, чем раньше. Even if it's something that the child may enjoy. Даже если эта работа ребенку нравится. It's about fixing it with that person they hurt. Важно помириться с тем человеком, кого ребенок обидел. So it's okay if they like doing it, Тут ничего страшного, если ребенку нравится это выполнять. if it's not something for them. И важно, чтобы это действие ребенок делал не для себя. So if their chore was to take out trash, Если у них обычная обязанность выносить мусор, and they said, I would like to fix this by taking out the trash for 2 weeks, и вдруг ребенок говорит, я готов к исправлению и готов выносить мусор 2 недели подряд. that's not appropriate. Такое не сработает. We would try to think of something else that they aren't already expected to do. Придумать что-нибудь такое, что ребенок никогда не делал и не ожидал, что его попросят. Does that make sense? Понятно? It's very difficult to invent something. Say again, sorry. It's very difficult to think of. Fixes, what can they do? Can you give more examples, please? It can be, again, it depends on the behavior they show. Все зависит от того поведения, которое наблюдается у ребенка. So if it can be a chore, it can be some type of chore Может быть, that's not theirs. домашняя работа, которую они раньше не выполняли. It can be something that they do for someone else, like read a book to a younger sibling. Это может быть работа, которую ребенок бы делал для кого-то, например, чтение книги для младшего. That takes it off the mom's plate. То есть эта обязанность уходит от мамы. It can be combing hair that takes it off mom's plate. Not their hair, somebody else's hair. Это, условно говоря, расчесывать волосы, задача, которую обычно выполняет мама, а теперь будет делать ребенок. It can be rubbing hands Или намыливать руки и растирать. with lotion. Втирать лосьон в кожу рук. You have to get creative. Нужно творчески подойти к этому вопросу. You just have to sort of start thinking outside the box. Начните думать нестандартно. We're used to thinking of, at least in our culture, we're used to thinking of punishments Мы обычно выдумываем наказания and taking away things, в плане того, чтобы снять какую-то ответственность. where with this, we want to have them take on things И мы хотим, чтобы ребенок на себя принял ответственность по выполнению каких-то задач. to make the person that they harmed feel better Чтобы человек, которого ребенок обидел, почувствовал себя лучше. and make them feel better. И, соответственно, таким образом и дети почувствуют себя лучше. Does that? I know it's not good. Every fix needs to be individual Я понимаю, что любое исправление должно подбираться индивидуально, to the child and the circumstance. в зависимости от ребенка и от обстановки.
Does that make sense? Вот так ясно? Я бы хотела просто немножко добавить. Like to add something. Когда я сюда приехала, я приехала по рекомендации одной многодетной семьи. It was У них because 6 a приемных family детей. recommended me to И go. They have они 6 были adopted в children. прошлый раз здесь, And на last семинаре, time they were here. и слышали все вот то, что вы говорите And здесь, they и им listened было to очень lectures, интересно. and they Когда они were поехали very сюда, у них interested. была очень сильная депрессия, и двое детей They старших, suffered from a они depression. практически рушили их семью. Children were ruining their После family. вашего семинара и общения с вами, Your seminar and за год я увидела, как восстановилась семья, after 1 year, I looked at this как family, сильно how у they них reconstructed, наладились отношения с детьми. how they rebuilt their relationship И with я увидела, children. как их дети And I saw, меняются. how the children, У них еще двое своих детей, they получается, у also них have 8 детей. two children of their own, so in total they have 8 И у них children. всегда, я просто очень близко с ними общаюсь, и как психолог, и вообще с ними общаюсь, смотрю, как они живут, наблюдаю за ними, это интересно. И у них всегда распределены обязанности. То есть они всегда, у них там, одни дети делают одно, другие другое, потому что 10 человек в семье, это уже очень сложно маме все сделать. Но я знаю, что именно вот таким образом у них идет исправление, как вы говорите, и оно очень сильно действует. То есть, если, например, мальчик у них один, он убирается только наверху в своих комнатах мальчиков, то когда он провинился, он говорит: мама, я буду убираться на кухне целую неделю. И это помогает. И сейчас уже эти дети, они сами выбирают себе наказание. Ну, это не наказание, а как больше даже для них уже поощрение. Они говорят: я хочу меняться, я хочу сделать это. Themselves, they are ready to change, they are ready to progress, they choose their own fixes themselves. Thank you for that. Thank you for that. It is hugely helpful Это очень помогает. if the child thinks of the fix, like you saw here. Очень полезно ребенку думать об обстоятельствах и о фактах. Как вот вы наблюдали только что здесь? Sometimes they need help because of Иногда age нужна помощь, потому что в связи с возрастом or shame, или в связи с тем, что ребенок испытывает чувство стыда. but it's like anything. If you Но как take в любом деле, ownership если вы возьмете под контроль of what it is that you want to do, то, что вы хотите сделать, you're going to be more willing to do it, наверное, вам будет больше захочется это сделать. and you're going to feel more pride when it's И done. когда вы это сделаете, вы почувствуете гордость. And that's the goal with И the fix. именно это и есть цель исправления. And to try to fix relationships. When I started doing this, Исправление отношений. Когда я начала этим заниматься, I'll be honest, Честно вам I скажу. was weird. Мне было странно как-то. It was not normal treatment. Это мне казалось ненормальное какое-то лечение или терапия. I don't know that I believed it worked Я даже не верила, что это сработает. until I saw kids И так и было, пока я не увидела детей and families и семей, who were so dysregulated, которые были настолько дисрегулированы, so ready to give up, они были готовы все бросить и сдаться. really believing they no longer felt love for one another. Они уже не верили, что любят друг друга. And then started this process anyway, И все равно они решили начать этот процесс. stuck with it and the recommendations, У них были рекомендации. and healed. And came in talking about loving their kids. Они приходили, говорили об исцелении и о любви к детям. Wanting to spend time as a family, Они хотели проводить время вместе, семейное время. wanting to adopt more, Они даже захотели потом усыновить больше детей. when before they never ever А could до have gotten этого there. они даже не могли себе представить такой результат. It's not to say that they don't need, Этим я не хочу сказать, что им не нужно I don't know if you, booster shots? You know what that is? Like boosters? как впрыскивание, инъекции, что ли, дополнительные. All the families flip back Им не нужен. at some point.
У многих семей бывают разногласия, but they don't tend to slip back to the point they did when they came in. но никогда не было таких серьезных откатов, чтобы вернуться на стартовую точку отсчета. And the successes are amazing. And to see the kids Такой был успех, я помню этих детей. go from very, very violent Они были вначале очень жестокими, to loving and respectful and successful любящими, успешными, исполненными уважения. is amazing. Это просто потрясающе. That the family didn't give up hope, И важно то, что эти семьи не сдались тогда. and they succeeded and they were И whole. у них получилось. Они сохранили целостность. That they got the family they wanted. И они стали теми семьями, какими мечтали быть. Thank you for that. Спасибо за ваше дополнение. There's a couple. His hand was up first, and then Он был первый. Можно еще раз? There's a question. oh, there's three. Okay. Oh, про вот процесс 5 шагов. The process of 5 steps. Если ребенок принял на себя какие-то обязательства, Assume some kind of responsibility. но он не выполняет, то есть он делает их кое-как. Well, И he тогда, fulfills the responsibility, but not very diligently. и тогда у матери нету удовлетворения, как бы, то есть все равно остается вот это беспокойство. She is still anxious. И получается, что сближение в семье не происходит. The family doesn't get any closer. Как вы действуете в этом? How do you proceed in this situation? What often happens in our offices, Часто вот что происходит у нас в кабинетах. we'll have kids come in and do, Заходят дети, they'll start talking about doing a fix. и мы начинаем говорить об исправлении. They'll go home and they'll tell the parents Они what they're going to do. возвращаются домой и говорят родителям, что они собираются делать. Then they start to do it, Потом они начинают это делать. but they start swearing while they're doing it, И они это делают, ругаются потом. and they're being disrespectful while they're doing it. И они себя ведут неуважительным образом, пока исполняют свои обязанности. What we would do at that point, В этот момент мы делаем вот что. because this would be talked about in session, И мы об этом поговорим. we would talk about the fact that they did the fix, awesome, did the Мы fix, говорим, что ты выполнял задачу, молодец. and then we would talk about the push that went along with it when they did it. И мы также говорим об отрицательной стороне, вот в процессе исполнения, что ругались. Because the process of the fix is to help the healing. Исправление в том, чтобы помочь выздоровлению. And if a child goes back and pushes again while doing the fix, И если ребенок идет на пути исправления, но все равно отталкивает от себя на этом пути, they're making that original message of, I don't respect you, I don't love you, I don't want to be close to you. мы возвращаемся к тому же изначальному сообщению: я тебя не люблю, я не хочу сближаться с тобой. That much bigger. И это сообщение, оно становится еще больше. And they would have to fix that. И нам придется исправлять теперь вот это. Does that make sense? We'd go back and have them, okay, you did the fix, Да, молодец, ты сделал задачу, but you pushed when you did it, но ты отверг меня во время исполнения. and there'd have to be another fix. Поэтому должна быть другая задача, другое избавление, исправление. And again, it would be done positively. You did a great job with И doing that обязательно fix. надо это сказать в положительном ключе. Молодец, ты сделал правильно, супер. But we noticed that you were still stuck Но мы видим, что проблема еще есть, ты застрял где-то. and seemed to still have some shame. И кажется, ты еще обуреваем стыдом. So maybe there's something you can do to Наверное, help здесь fix можно how you did it. что-то сделать, что-то поменять в том, как ты это исполняешь. And what can it be? And we Что started же это again. может быть? И мы возобновляем эту работу. And then the more the kids do this, И чем больше ребенок этим занимается, the less of an issue it will be. It tends to work itself out. тем меньше новых инициатив требуется, потому что такой процесс себя окупает, все срабатывает в итоге. Because if they started the fix and then they piled more behavior on top of it, Они начали исправление, но нагромоздили дополнительных ошибок сверху. they just went back here. Это значит, что они вернулись в нижние доли мозга.
So then we just have to get them back И опять надо их вернуть на более верхний. and give them the opportunity again to think of a way and another fix Найти to способ, fix it, to get them out of that hole. найти правильный способ исправления, чтобы вывести из этого тупика. Does that make sense? Понятно теперь? Does that make sense? So we go back to the original dialogue, right? Yes, Так и есть. absolutely. Так и есть. I think he was next. Теперь Oh, он. Percy, okay, I'm not keeping count of who's. Скажите, пожалуйста, есть такая категория детей, которые вот говорили о том, что Mentioned. котенка убил, то есть конкретно уже что-то сделал, и он говорит, да, я это сделал потому-то. And then the child says, yes, I did it because and because. А есть категория детей, которая делает и говорит, ты понимаешь, что он делает назло, специально, а говорит, я случайно. И череда вот таких вещей повторяется. И когда ты его выводишь на разговор, он говорит, я случайно. Everything he does, he says, Понятно, что он это делает не случайно. And you understand, he did it. So, in that case, В этом okay, случае one of the things we didn't get to on the slide мы не проработали вот что на слайде. was an ability to delay the fix. То есть это возможность отложить исправление. So, what often happens Вот что часто происходит. is that when a kid does something bad, Когда ребенок что-то плохое совершил, we want a consequence right away. мы хотим применить последствия этому действию сразу же. And in this case, we want to fix right away. И в данном случае мы хотим, чтобы исправление наступило сразу же. But if he's in that place Но если он в этой ситуации of saying that и he говорит, did что it on purpose он это не нарочно, and he doesn't care, и ему все равно, he's not ready for the fix. это значит, что он не готов для исправления. So you wait him out, Соответственно, отзываете его, you close in his walls, сокращайте круг вокруг него, стены ближе к you нему. keep him right by your side Пусть он рядом, при вас находится все время. until he's ready to get here До того and do момента, the как в fix своей голове он станет готов к исправлению. without denying, because he has to take responsibility. Отрицать, что он что-то сделал нарочно, потому что он должен принять на себя ответственность за свои действия. And he needs to accept responsibility for the emotions and the message he Принять на sent. себя ответственность за те эмоции, которые он вызвал и которые он сделал. Does that make sense? Ясно? I have this situation. I have had this situation. I spent 3 days with a child looking at the other. So how long should we wait? Or should we let the situation go and then return to it later? You would, as a therapist or as a parent? As a therapist or as a parent? В качестве терапевта или в качестве родителя это было? As a parent. As a parent, В качестве you would родителя. encourage them, again, you would close in their walls, Нужно сделать следующее. Сократите, сожмите круг вокруг ребенка, то есть поставьте его под контроль. you would make those things they enjoy harder to access То, что ребенок любит, пусть станет для него труднодостижимым. until they do that fix. До того момента, пока он не выполнит исправление. And you do it in a way И надо это сделать так, that's not shaming. So I would love for you to go чтобы outside and не play. стыдить его все время. Я не против, чтобы ты пошел поиграл на улицу. But I think you got some fixing to do. Но перед этим ты должен сделать исправление. I would love for you to have that snack. Я очень буду радоваться, если ты получишь это угощение. But you got some fixing to do. Но прежде должен сделать исправление. I would love for you to go to that birthday party. Я очень с радостью тебя бы отправила на вечеринку, But I think you got some fixing to do first. но ты должен выполнить исправление. As soon as Как their только need or their wants их желания become more станут более and your willingness to let them have it,
то есть станут мотиватором. it becomes less. И протест против исполнения исправления They may not be motivated to do it. слабее. Только так. Иначе мотивации не будет достаточно для исправления. Which is why we talk about making the world very small. Мы сокращаем их пространство, сужаем их круг на время. And it's not in a punishing kind of way. И это не в виде наказания. It's, you know, I would love for you to do all that stuff. Таким You образом, got some stuff to do я first. был бы рад за тебя, если ты вот это сделаешь, но в первую очередь ты должен выполнить исправление. And sometimes it takes time to get there. И понимаете, иногда требуется много времени на этот процесс. We have kids У that, нас есть дети, которые... let me back up. Вернусь. The whole point of this Цель вот такая, is for the kids to чтобы understand дети поняли, that the parent, part of being in a family, родители is feeling close to one another. и вообще быть в семье. О чем это? Это о том, что чувствовать близость друг к другу. And if the parents are not feeling close to the И child, если родители не чувствуют близких отношений к своим детям, the extras are put on hold. Соответственно, все остальное тоже не может состояться. So they're going to want that stuff. We have kids who want phones back. И этот процесс надо пройти. Бывает так, что у детей забирают телефоны, и они очень хотят их назад получить. And we'll tell kids, we'll know when you're ready. И мы скажем им, ты получишь телефон, как только будешь готов. Kids know what they have to do to get what they want. И дети знают, что им надо сделать, чтобы получить желаемое. Just like they know how to push a button Как нажать на кнопку, and how to get to you, как подойти к вам. they know what they need to do Они знают, что to им get what надо they want. сделать, чтобы получить желаемое. And when you make the world a little И tighter, если вы сужаете мир They want it вокруг bigger. ребенка, а они хотят его расширить, they're going to want to get it bigger. они не смогут его расширить. And they're going to try to figure out how to get there. И они будут пытаться найти способ, как же это сделать. And you just keep encouraging them А that вы только повторяете им. what you want is right there Все, что ты хочешь, whenever всё you're здесь. ready. Но только когда ты будешь готов. And I'm willing to wait. И я готова ждать. And sometimes it's a long way. Иногда придется долго And ждать. it's a hard wait. И трудно. I get it. It's a hard wait. Я понимаю, очень трудно. Спасибо. У меня такой вопрос. I have a question. В голове есть некоторые разногласия. С I одной стороны, have мы some говорили о том, discrepancy in что my head. On the one hand, we нужно say чувствовать that себе себя комфортно, в child безопасности, у него не должно быть feel чувства safe and одиночества, и он не должен воспринимать there should be this исправление как loneliness. наказание. And the child should not perceive this fix as a punishment. Я представил себя And I thought about 10-летним мальчиком, a 10-year-old выполняющим boy doing какую-то работу, kind of пускай work. это будет покраска забора. Let it be painting the house. Что мне передал папа, например. For example, what my father wanted me to У do. меня почему-то чувство все-таки остается And I still have наказание, this feeling that it was a усиливается punishment. чувство одиночества. And I do have this feeling of loneliness growing. Мне кажется, что намного I think эффективнее it would будет, be more efficient to если ребенок будет именно не брать какую-то часть работы Take it away. мамы, например, Not стирка будет, да, when the и child в это takes время найдет some для себя other какое-то дополнительное responsibilities like время, but они будут это делать вместе. if a child and mother do something together, Есть один прекрасный мультик, there is a great типа cartoon. Простоквашино, где матросы с шариком помирились When there именно are main characters, выполняя труд вместе. they argued and then they got back together while doing something together. I'm sorry for your experience with your dad. Спасибо за ваш вопрос, и мне очень жаль слышать про ваш опыт с отцом. Because that didn't take away your shame. Потому что этот опыт никуда не дел ваши стыд. It added to the shame you were feeling. И поэтому вы его по-прежнему испытываете. Это не стыд.
This is not shame. Это одиночество, потому что This я is работаю один. loneliness because I had to work alone. Okay. So what's under being alone? Что же стоит за этим одиночеством? Alone's that huge emotion. Чувство наказания. Это очень большое чувство, большая эмоция. The feeling of punishment. Right. Okay. So Так вот, we will suggest что бы мы посоветовали? making cookies with side by side, Можно печь печенье вместе. as long as mom and До dad тех пор, пока мама и папа are in that regulated place where they can do it in a healthy way. могут выполнять эту задачу спокойно, в здоровой обстановке. If the child did something really big Ребенок что-то крупное совершил against dad против папы, or например, towards dad, или наоборот по отношению к папе. as long as dad's in a place and space where he can be effective with a child, Если папа находится в том пространстве, где с ребенком они оба могут быть эффективны, in doing something and building something, что-то строить, что-то создавать вместе. if he's in that good spot, we would absolutely say that that's a fix. Если это можно сделать, я считаю, что это отличная мера исправления. Because you got two things happening there. Произойдет две вещи. You got the fix that repairs the old thing, То есть исправление одно исправляет что-то более старое, другое. and then you also have the strength of building that relationship side by side. Появляется сила, чтобы восстановить, укрепить эти отношения вместе. So that's where the creativity comes in. Именно здесь лежит творчество. It doesn't have to be that the kid does it on their own all the time. Не надо, чтобы ребенок все время был один, предоставлен сам себе. Sometimes some of the things you think of Какие-то вещи, которые вы придумываете, могут включать совместную деятельность. We have kids who punch holes in walls, У нас были дети, которые дырки проделывали в стенах, and they have to fix the wall. и им приходилось чинить стены, ремонтировать. And usually what will happen is a parent И часто бывало вот что: родитель will teach them how to fix the wall. обучал детей, как отремонтировать стену. That's a huge bonding opportunity. И это хорошая возможность для укрепления семейных связей. But that might come after Однако это может появиться лишь после having done another fix того, как сделали другое исправление. for breaking the wall to begin with. Исправление за то, что сломал или попортил стену в начале. Which could be something done by themselves, Это может быть что-то, что ребенок может делать сам, or it can be together. или что делать совместно с вами. But it has to be driven by the child. Но это должна быть такая деятельность, которую инициативой назвал ребенок. So that the child gets that sense Чтобы у ребенка было ощущение, of понимание, confidence, that they have that self-esteem that gets built into this. что у That's the goal ребенка of it. есть компетентность, навык для этого, и таким образом у него повышается самооценка. Именно в этом цель. Having the limited information. Когда мало информации, I don't know how the punishment happened. я не знаю, как именно произошло это наказание. Это просто пример, который я придумал. This was just an example that Okay. So, because it was done as a punishment, this is meant to be done as a fix. было в виде наказания. Важно, чтобы исправление было оформлено как исправление. Где тонкая грань между Where is наказанием и this исправлением? balance? Where is this edge between punishment and fix? It's a good question. Want to come join us now? Хороший вопрос. The difference is a punishment usually Разница вот в чем. Наказание обычно is done, происходит, it focuses on the behavior, сосредоточившись на поведении его осуществляют. versus the relationship that's being affected. Против тех отношений, которые пострадали. The fix is intended А исправление to целится help the relationship. в том, чтобы восстановить отношения.
It's done in a place where the parents делается там, где родители is not upset, не страдают от обиды, is ready to receive a fix, где родители готовы получить это исправление. isn't trying to shame the child, И что родители не пытаются стыдить ребенка. and with the intent С of намерением, feeling better about the relationship с намерением почувствовать себя лучше в and the отношениях. child feeling better about themselves И чтобы дети почувствовали себя лучше and gaining skills. по отношению сами к себе. И чтобы они наработали навыки. Versus a punishment, which is you did wrong, А вот наказание – это вот что, ты не прав. that can send the message you are wrong. Ты сделал неправильную вещь, и поэтому ты неправильный. This is more you did wrong, Здесь больше фокусировка на том, что ты сделал что-то неправильное. we can fix this. И мы можем это исправить. This is not the end. Это не конец. We can come back from this. И мы можем исправить и вернуться. And when you do this process, И когда вы выполняете весь этот процесс, that helps us get there. это позволяет нам достичь цели. Я правильно понял, что Да, все-таки understand перед тем, correctly. как You may родители вместе с ребенком могут сделать что-то, все-таки something должно that произойти can be какое-то done исправление, together, которое parents ребенок and должен child. сделать сам There один. should be something that a child does alone as a fix, right? I think if the kid punched a hole in the wall, Если ребенок, например, продырявил стену, what was the message that got sent? какое у него послание имелось в виду? I don't know. That Может быть, он хотел, Maybe he wanted может быть, он хотел испортить стену, to ruin the wall. разозлить кого-то. Or probably he wanted to make somebody angry. okay, I don't respect you. I sent you the message that I don't respect you. Может быть, сообщение в Maybe, том, что я тебя не уважаю. maybe don't respect Может what you быть, do to я support не the family. уважаю то, что A whole ты bunch of делаешь second one, right? для семьи. That's the message you gotta fix. Именно Okay. это сообщение, именно That это the послание child should мы work должны on исправить. fixing. Именно над этим должен ребенок работать. Now, Один должен работать или с Alone or okay, hold on. с кем-то. with somebody else. It can be both. Может There's no быть, right or и там, wrong и with that. так. Нету правильного ответа. If you do, you know, he could do it individually. He could come up Ребенок может делать сам, with, he could come up with something that would make both, would fulfill the fix for both him and the dad. то пусть он это сделает, что принесет удовлетворение и ему, и отцу. Or it's possible that they could do something together Они могут вдвоем что-то сделать. as a fix that the child would come up with. Что-то такое, что ребенок сам придумал, но выполняют вместе. That would fix that message. И таким образом проработается вот это послание, которое ребенок отправил в самом начале. Maybe dad loves his car. Может быть, Папа любит машину. Was washing and taking care of his car. любит машину и заботится о ней. Maybe he works with dad on washing and taking care of the car. И можно, например, вместе папа и сын моют машину. It lets the dad know Таким образом, папа знает, that he respects what he appreciates what he has, он знает, что ребенок ценит, что у него есть. respects what he earns, Он ценит то, что он получает взамен. and while fixing the car, cleaning the car, И когда машину моют или чинят, he's also cleaning up the relationship. они также возобновляют, очищают отношения. Then he still has to fix the walls. Но стену все равно надо починить. So it means that doing something together looks more efficient, right? It's either or. Every situation is different. По-разному. It's not right or wrong. Нет правильных и неправильных ответов. Who else has questions? У кого еще вопрос? Do you know what the big difference is? Знаете, в чем разница? How pissed off the parent is. В зависимости от того, насколько разозлен родитель. People really get stuck with punishment versus fixing.
Иногда люди застревают в этом решении дать наказание или заставить исправляться. Remember we say reducement, an unhealthy way to create behavior to make the person feel the way you want to feel? Иногда люди запутываются в своих чувствах. Did you really think the adults don't do that too? Дети. А взрослые, вы думаете, нет? Punishment is, you hurt me, I want to hurt you back. Наказание это буквально следующее. Ты меня обидел, и я тебя обижаю в ответ. And that's not going to work with any kid in any Это country. не будет работать ни с одним ребенком, ни в одной стране. Our language is very, very specific. У нас язык особый. We don't punish, we fix. Мы не наказываем, мы исправляем. И мы основываемся на надежде. We don't withdraw privileges or take them away. We wait for you to earn them. Мы не отбираем предметы, мы ждем, пока вы заслужите их получить. Take away TV, I just gave you shame. Телевизор и взамен оставляю тебе стыд. I say, sure honey, did you earn it? I gave you hope. А если я тебе скажу, хочешь получить, сделай вот это, таким образом я тебе даю надежду. The words matter. Именно само слово Because the message says. играет роль, потому что оно дает определенный посыл. And if you have a mom, you have a dad Если у вас мама или папа that keeps on wanting to punish, продолжает хотеть наказывать, then the problem isn't that you're not helping the kid enough. Проблема не в том, что вы недостаточно помогаете ребенку. The problem is you're not helping the parent Что enough. вы недостаточно помогаете родителям. Because these kids feel Потому что этот ребенок like they're чувствует, always attacking the parent. как будто он все время нападает на родителей. If I came up and I poked you in the forehead over and over and over again, Если я все время долблю в одно и то же место, например, пальцем в лоб, how long would it be before you smacked me in the head? когда, наконец, произойдет травма головы? Because even the healthiest person is going to smack you in the head. Понимаете, ведь даже здоровый человек может разбить себе голову, если все время ею бьется. These kids, the worst thing that they do is not kicking the dog or breaking the wall. Самое страшное, что делает этот ребенок, это не то, что он ударил собаку или испортил стену. It's a repetitive message. Это повторяющееся сообщение. Think about Japan and how they used to torture their prisoners. Подумайте о Японии, как они пытали заключенных. Chinese water torture. У них была китайская пытка водой. They lay you down, Они вас кладут на пол, they tie your arms down, связывают руки, and they put a faucet over your head. и над головой трещина. Drip, И drip, капает. drip, Кап, кап, кап. drip. And that was more effective at breaking people down И это ломало так много людей, than using electricity or beating them up. больше гораздо, чем на электрическом стуле. And when you talk to parents, they say, okay, he kicked, he punched, Ладно, he он stole, ударил, he lied. воровал, набрал, And they want to focus on the individual и behaviors. они смотрят на эти фрагменты поведения. But no, he pushed, No. he pushed, he pushed, he pushed. Проще сказать, он отверг, отверг, отверг. It just drops. То есть это малые капли, It never stops. которые беспрестанно капают. And I got to get the parents focused on the drops, И я помню, у меня были родители, которые смотрели именно на эти капли, not the distraction of the behavior. и которые не фокусировались только на поведении. If your language is not hope-based, Ваш язык должен основываться на надежде. then there's no reason that your clients will have hope in you Иначе и у ваших клиентов не будет надежды в вас. or hope for healing. Надежды на вас или надежды на выздоровление. We catch ourselves all the time with our words. Мы постоянно это наблюдаем. I can't tell you how many times Chris gives me a look, Бывает часто вот как Крис подтвердит. and I have to stop and say, okay, where did I screw up with my words? Мы часто запутываемся в словах и понимаем, что именно слово стало загвоздкой. And I back up and say, let me reword that. И приходится возвращаться на шаг назад и переформулировать фразу с другими словами. But you really think that takeaway could work?
чтобы это сработало. These kids have lost their mom, their dad, their identity, Понимаете, что their safety. это очень трудные случаи детей были. Эти дети потеряли своих родителей, чувство безопасности. What the hell could you take away that even compares to that? А что еще у них можно забрать? У них и так все отнимали. McDonald's, TV, Вы отнимете у них поход в Макдональдс и просмотр телевизора. and when you use to take away words, И если вы используете слова, которые подтверждают, что вы хотите что-то у них забрать, they say, I don't care. они скажут, да мне все равно. It's not going to affect me. На меня это никакого впечатления не произведет, на меня это никакого воздействия не окажет. Because you're saying, I took away your TV. Потому что вы, по сути, этим действием говорите, что я забираю у тебя телевизор. And they're thinking, that's nothing compared to losing a parent. А они про себя думают, да мне-то это вообще нипочем, я родителей потерял. Разве это можно сравнить? So we don't do take away in any form. То есть ни в какое сравнение не идет. Поэтому мы никогда не обращаемся к тому, вот к этой формулировке. Я у тебя отниму это, я у тебя заберу что-то. Мы не используем это. Because if we had to take something away to make a difference, it would have to be so huge that it would be abusive. Потому что если мы решим что-то отнять, что действительно на них повлияет очень сильно, это будет слишком, это будет по-настоящему жестоко. And we want the fixing to work. Мы хотим, чтобы это исправление сработало. If the parent is pissed off, I don't want them helping that kid. Если родители обижены, если они злятся, то я не хочу им помогать. But if the parent's in a good place, I don't mind the kid getting help. Но если родители в нормальном состоянии, то я готов помогать ребенку. Or grandparents helping, or neighbors helping, or therapists helping. Или кто-то другой может ему помочь, соседи, родственники, терапевты. Because as long as the child feels like they're doing the majority of the work, the payoff will be huge. Потому что если ребенок понимает, что он делает огромный объем работы, то в общем это окупится сторицей. But if you do all the work for them, Но если вы всю эту работу делаете за них, you just told them that they can't fix it themselves. вы просто показываете, что они сами не в состоянии с этим справиться, они сами ни на что не способны. And you just suck away the hope again. И вы опять же отнимаете у них надежду. Our job is to hold hope no matter what. Для нас очень важно сохранить надежду, что бы ни происходило. We hold hope when the parents care. И мы надеемся, что родителям это не безразлично. That's our most important job. В этом основная наша задача. Which is why it's so important that you have someone that supports you in your job. Поэтому обязательно должны быть те люди, которые поддерживают вас в вашей работе. Because you're surrounded by hopelessness. Иначе это будет полная безнадежность. And just as moms and dads have to fill each other with strength, Точно так же, как мама с папой должны поддерживать друг друга, наполнять друг друга силой и энергией. your peers and your supervisors have to fill you with strength. Ваши супервайзеры, ваши коллеги, ваши партнеры должны делать то же самое, наполнять вас силами и энергией. When I go to agencies and I work with the supervisors, Когда я иду в агентство, где у нас проходит вот эта супервизорская работа, and I talk to them about how to help and how to change, я беседую с своими супервизорами, говорю о том, что можно сделать, как что-то изменить. the only thing I have to change are three words. Все, что мне нужно изменить, это 3 слова. Rather than saying moms and dads, I say boss and employee. Вместо того, чтобы говорить мама и папа, я обращаюсь либо к начальнику, либо к сотруднику. Everything else I teach is the same. А остальное, все, что я им объясняю, то же самое. Does that make sense? Понятно? Okay, so a couple things that we can go on to talk about. So a couple more things. So I want to throw something out here. Мне хотелось бы вот что еще сказать. A lot of people are asking me what EMDR looks like. Меня спрашивали насчет насчет возрастов. And I don't know, I can explain what it does. It's very hard to explain what it looks like. И я могу объяснить, чем мы занимаемся, но мне сложно показать специфику. But it's probably the most important thing for you to possibly understand when it comes to trauma. Но если речь идет о травме, самое важное понимать следующее. Речь про
EMDR. А. EMDR. Did you mention EMDR? А, не помню. Мгм. Да, ДПДГ. So this is what we're willing to do. Итак, что мы должны сделать? If there was somebody here at the conference Если, допустим, здесь был человек, that wanted to process their memory который бы хотел поработать с памятью, in a way that doesn't require a lot of talking, и этот процесс не предполагает долгих разговоров, продолжительных, we're happy to demonstrate it. мы готовы это продемонстрировать. What that would mean, though, Но что это будет значить? is you do it in front of everybody. Это будет происходить у всех на глазах. I can tell you that you can do it well. Я могу вас заверить, что мы хорошо с этим работаем. And I can tell you I already found amazing therapists who do backup if we need it. И я уже знаю, что есть у нас терапевты, которые нас поддержат, предоставят нам помощь, которая нам необходима. Because we actually have somebody who's trained in EMDR. Потому что у нас есть специалисты, которые прекрасно работают с ДПД. Yeah. So I'm willing to do EMDR as part of the training. Поэтому я буду рад заняться этой темой как часть нашего тренинга. Under two conditions. При двух условиях. One, someone willing to volunteer. Во-первых, нам потребуются добровольцы. And two, you promise not to try it on your own. И второе, вы не будете пытаться это сделать самостоятельно. Because when you see EMDR, it looks almost like child's play. Потому что иногда, когда вы наблюдаете за процессом ДПДГ, это кажется, что какая-то детская игра. It looks so easy to do, it's almost hard enough to go home and do it yourself. Кажется, все здесь так легко, поэтому, когда вы возвращаетесь домой, есть очень большой соблазн сделать то же самое дома. And I'll tell you that often it is easy to do. И я могу сказать, что бывает действительно, это все легко сделать. I probably have somewhere between 15 and 25 whole days of training in just EMDR. Но я могу сказать, что иногда на тренинг по ДПДГ отводится 15-25 дней. And the training is not about when EMDR goes well. И этот тренинг, конечно же, рассказывает не о тех случаях, когда все легко происходит. It's about when that person goes so deep in that memory that I have to go in and save them. Он скорее показывает, что если человек очень глубоко уходит в воспоминания, я должен что-то предпринять, чтобы его спасти. And I've had parents go home and think they're helping their kids. И очень часто родители возвращаются домой и думают, что помогают своему ребенку. And next thing I know, it's 10 o'clock, I'm in my office picking up the mess. И потом я сижу в офисе в 10 часов, и мне приходится расхлебывать. Because that kid went to a place that the parent had no idea. Потому что ребенок куда-то ушел настолько глубоко в свои переживания, о существовании которых родитель не имел ни малейшего представления. And now rather healing the pain, they're drowning. И здесь уже речь идет не об исцелении боли, а наоборот, мы топим ребенка в этой боли. So I'll do it, I'll show it, but you have to keep that promise. Поэтому я вам покажу, но вы должны мне обещать, что не станете повторять это сами. Does that work? Хорошо? You volunteering or you waiting? Вы, да, добровольцы. Okay, so I'm going to talk to you later on today, and we're going to do it tomorrow. Я сегодня все с вами обсужу, а завтра мы уже будем демонстрировать. We'll take good care of you. Мы будем очень осторожно к вам But that's very относиться. brave. Thank you very much. Но это очень смелый поступок. Спасибо вам. Еще вопрос. There are more questions. Okay. Да, будьте добры. Um, Во-первых, большое спасибо за алгоритм, который вы нам дали. Очень хочется попробовать, но First of all, thank you for this chance. некоторые моменты. Я написала на листочек, и поскольку это та же тема, наверное, имеет смысл озвучить. Он состоит из 3 частей. Первое. Дается ли и проводится ли эта техника 5 шагов только в терапевтичной зоне в вашем офисе, или это тот инструмент, который даете родителям, и они повторяют это дома? I wanted to ask you about your system of five-step systems. Do you usually do it in your office, or do you hand it over to the parents so that they could go home and practice it as well? I'm going to show you that in 10 minutes. Я вам это продемонстрирую через 10 минут. But the answer is, Но ответ, I do it in my office,
Следующее. Я это делаю как у себя в кабинете, I do it at home, так и дома, with my staff, с моими сотрудниками. and I expect the parents to do it too. И я ожидаю, что и родители будут тоже это делать. I don't teach anything that I don't do myself. Я никогда не учу людей тому, что не делаю сам. I don't want to be that kind of person. Я не хотел бы быть таким человеком. I walk the walk, I talk the talk, Я говорю и делаю то, что говорю. and that's how I earn the chair. И именно так я добился своего положения. Я делаю то, чем я занимаюсь благодаря этому. So I'll show you how we do that in a couple minutes. И я покажу, как мы это делаем буквально через 2 минуты. One more question, then we have to get into trauma. Давайте еще один вопрос. Вторая часть перейдем к травме. Имеет ли Травма. смысл делать это только если провинность совершена в отношении родителей, или если это было сделано по отношению к третьим лицам, не знаю, к одноклассникам, к учителям и так далее, разбираете ли вы тогда это внутри, и как ребенок это должен исправлять? И, например, если дело касается провинности по отношению к сиблингам, тогда проделывается ли это и просит ли ребенок прощения перед братьями и сестрами? So my question is, when the child does something not to hurt their parents, but somebody else, let's say the third party, peers at school, or teachers at school, or something else, what do you do in this case? And also, if the child does something like that to hurt his siblings, should he ask for apologies? Should he ask his siblings for apologies? Kids have to do fixes everywhere. Да, дети должны исправлять свое поведение везде. And that's even if the person doesn't want to fix. Даже если другой человек, в отношении которого направлено его поведение, не хочет этого. I've had kids pull fire alarms. Я, например, имел дело с детьми, которые делали так, что срабатывала пожарная сигнализация. And they fix it by cleaning up a park. И потом они должны были убрать парк. I've had kids who steal from stores. Или, например, дети крали что-то из магазинов. And they often have to either earn money to buy something for someone that they don't have, or clean up in the parking lot of the store. И тогда им приходилось либо заработать деньги каким-то образом, чтобы вернуть украденное, возместить ущерб, либо, опять же, убрать прилегающую территорию, например, парковку. If I'm working with another adult, I talk with them first, because I don't want them to say, "Oh, it's okay, honey." Если я понимаю, что этот проступок касался какого-то взрослого, я прежде всего говорю со взрослым, потому что мне бы не хотелось, чтобы этот взрослый потом сказал ребенку: да ничего страшного, дорогой. And I don't want them to stand there and give my kid a speech. И мне также не хотелось бы, чтобы они потом какие-то выступали с речами. I want them to say that will work. Я хочу, чтобы они приняли это и подтвердили: да, это поможет нам. And then later, that looks nice or that feels nice. И потом они бы могли сказать, что да, молодец, теперь это выглядит хорошо, здесь ты все убрал прекрасно. So I train my parents to train everyone else around them. Поэтому я тренирую родителей, чтобы потом родители тренировали всех остальных. And I let them know they have the right to train the people who interact with their kids. И я им объясняю, что у родителей есть право тренировать людей, с которыми сталкивается их ребенок, который находится в окружении ребенка. So there is a twist that we've added on last year that I really like. В прошлом году мы добавили один, так сказать, дополнительный здесь трюк, который мне очень нравится. So if Johnny hurt Susie, his sister, например, если Джонни ударил Сьюзи, свою сестру, we used to have Johnny fix it with Susie. Джонни должен потом исправить, да, что-то сделать для Сьюзи. That could be doing the chore. Может быть, это может выражаться в домашней работе. Giving the dessert. Имеется в виду в выполнении обязанностей по дому, или наоборот, он должен ей приготовить какой-то десерт. Playing a game with Susie, and Susie gets to pick how to play the rules. Или, например, поиграть в какую-то игру с Сьюзи, чтобы и объяснить ей правила игры. But it wasn't working fast enough for me. Но это, мне казалось, не очень быстро мы достигаем необходимых результатов.
It's funny, people say, how do you do this in 15 weeks? How do you do this in 15 weeks? И очень часто люди спрашивают меня, как же так вам быстро удается добиться результатов? Буквально за 15 недель. I love the 15 weeks. Мне нравится этот срок 15 недель. Because when it's limited, Потому что когда у меня ограниченное время, you can't rest. у нас нет времени, которое мы можем просто так потратить. You're always pushing yourself to be more effective, more efficient. Ты постоянно должен находиться в таком ресурсном состоянии, постоянно что-то делать, нет времени расслабиться. And back when I did ongoing therapy that didn't have an end to it, И особенно возвращаясь к вот такой продолжительной терапии, конца которой вообще не видно. first I got too patient, Прежде всего нужно успокоиться, то есть набраться терпения. and then I got too lazy. И если вы вдруг решаете, да, что у меня так много времени, да, я вот буду терпеливо все выслушивать, и потом ты просто начинаешь лениться. So now with the 15 weeks, how do I get it done? Поэтому у меня и есть вот это правило 15 недель, и я должен понять, как мне справиться в течение этого срока. When I come up with an intervention, I want to weave it. Когда я предлагаю какое-то вмешательство, оно должно быть эффективным. I'm not happy with the intervention that fixes one thing. И оно должно помогать решать несколько проблем. Я недоволен, если мое вмешательство направлено на решение только одной проблемы. I push myself to make interventions that fix 3, 4, 5 things all at the same time. И я стараюсь сделать так, чтобы то вмешательство, которое я предлагаю, позволило нам решить несколько проблем одновременно, 3, 4, а то и 5. I want my best bang for my buck. То есть, best bank? Yes, American. Yeah, The most of my, I'll be as effective as possible. то есть, в общем, я стараюсь добиться максимальной эффективности. I'll tell you, you don't realize how stupid you sound until someone's repeating your words. Даже не думаю, что ты какие-то глупости говоришь, пока кто-то не повторит то, что ты сказал. We Americans have all these sayings, and you know, in Russian, У нас очень много разных поговорок в Америке, it just looks stupid. но когда их переводишь на русский, они мешают, почему-то теряют смысл. You guys you're teaching me my language. I appreciate that. Так что я тут тоже многому учусь. So if I got two siblings, Johnny and Susie, going at it, Итак, возьмем брата и сестру Джонни и Сьюзи. and I have to fix a bunch of problems, not one problem. И, соответственно, передо мной стоит задача не только решить вот ту конкретную проблему, которая возникла у них, но и другие проблемы одновременно. I have to fix Johnny and Susie's relationship. Во-первых, я должен решить проблему, связанную со взаимоотношениями между Джонни и Сьюзи. I have to get them to understand the effect on the family. Дальше я должен понять, какое это влияние оказывает на семью. I need to get them to understand that sucks mom's energy away. It takes away time for fun. Я понимаю, что, скорее всего, это забирает массу энергии у мамы, и ей вообще не остается времени для того, чтобы расслабиться, делать то, что ей нравится. And I have to make sure that they're not fighting to push mom away. И кроме того, я должен обеспечить, чтобы они, если у них что-то происходит, какие-то ссоры между собой, чтобы это не отталкивало мать, потому что бывает, что эти ссоры именно происходят для того, чтобы отодвинуть мать, оттолкнуть от себя. So what we came up with was, Поэтому что мы предлагаем? hey Johnny, when you hit Susie, Джонни, когда ты бьешь Сьюзи, you're hurting Susie, ты ей причиняешь боль. but you're also hurting everyone who loves Susie. Но также ты вместе с этим причиняешь боль всем тем людям, которые любят тебя. So if you're hurting Susie, Поэтому если ты причиняешь боль Сьюзи, you're also hurting mom and dad. ты также причиняешь боль маме и папе. You will fix for Susie, Поэтому, когда ты исправишься перед Сьюзи, and now you will fix for mom and dad for hurting someone that they love. ты также должен предложить что-то в качестве исправления для мамы и папы, потому что ты причиняешь боль тому человеку, которого они любят. And by weaving it that way, we're fixing like 5 things rather than one И thing. вот таким образом мы работаем сразу над исправлением 5 проблем одновременно. Because some of our kids hit their sibling to bother their mom and dad. Потому что очень часто один ребенок бьет второго только для того, чтобы досадить маме и папе.
You know that for two reasons. И мы это знаем, есть две причины. One, they do the check. Во-первых, они всегда проверяют. They do the behavior and they look for a reaction. То есть они что-то делают, а потом смотрят на реакцию. That behavior is not about Susie, that behavior is about mommy. То есть это поведение направлено вовсе не на Сьюзи, а скорее на маму. And if Johnny and Susie are fighting and you get up and leave the room, И если Сьюзи и Джонни дерутся, и вы, как родители, уходите из этой комнаты, and they stop fighting, move to your room and stop fighting again, потом они прекращают, переходят в вашу комнату, там, где вы находитесь, и начинают снова. that's not about them. They're trying to get to you. И это касается вовсе не их, это все направлено на родителей. So if they hurt each other, they have to fix it with them and mom and dad. Вот поэтому, когда они обижают брата или сестру, то они потом должны исправиться не только для брата и сестры, но и для родителей сделать что-то. It cleans it up much faster. И тогда это все быстрее позволяет нам решать эту проблему. А Сьюзи в таком случае присутствует на процедуре 5 шагов? Или родители делают это дома с детьми сами, без вас? So, do parents bring Susie for these 5-step procedures, or do they do it at home without your involvement? I train them to do it in my office, Я их обучаю, как это все делать у меня в кабинете, and they have to do it at home. и потом они должны это все сделать дома. And their healthy kids have to do it too. И здоровые дети тоже должны это делать. But they don't mind doing it anyway. Но они ничего против этого не имеют. And again, it might be, I have to fix it, Johnny has to fix it with Susie, Susie has to fix it with Johnny, and they both have to fix it with mom and dad. Иногда бывает, что Сьюзи должна что-то сделать, чтобы исправиться перед Джонни, Джонни перед Сьюзи, а потом и Сьюзи, и Джонни перед родителями. And again, the fix has to be more work than the break. Но опять же, эти исправления должны быть осмысленными. She says, let's get down to the session, please. Yeah, now we're at 5 minutes. Да, у нас остается всего 5 минут. We'll start tomorrow with it. Завтра начнем с нее же. Let me answer the question. Позвольте мне ответить на вопрос. It's really hard. You guys have really good questions, and they're really important questions. У вас очень много вопросов, это хорошие вопросы и важные вопросы. And I can feel your desperation. И я представляю вот то отчаяние, которое вы испытываете. But we're starting to fall behind on the foundation stuff that you need to know to do the therapy. Но дело в том, что мы не можем продвигаться в процессе терапии, не зная вот этих основ. Именно поэтому мы уделяем столько внимания основе. And it's getting hard for me to set the limits because I feel how overwhelmed you are. И мне очень сложно, вот какие-то ограничения здесь поставить, потому что я вижу, насколько вы переполнены. Tomorrow, we're going to shut my computer off. Итак, завтра я закрою компьютер. You don't need any more slides. Слайды уже не будем показывать, хватит. We're going to get you your slides. If you give them your email, we'll send you the presentation. Если вы оставите email, вы получите все презентации, вам они будут отправлены. We do lots and lots of practice. И мы будем заниматься только практикой. And here's my promise to you. И я вам обещаю. And I mean this. И я сдержу свое обещание. Thank you very much. Yeah, you're welcome. If I Именно про 5 шагов. Another question about 5 steps. no. Нет. So here's my promise. Итак, вот все мое обещание. I have to do foundation. Мне нужно показать основу. If I don't answer your question, Если я не отвечу на ваш вопрос, and I have to end the conference, и нам уже придется завершать нашу конференцию, I will give you my email, я вам оставлю свой email, and when I get back in the States, и когда я вернусь в США, I'll give your question the attention it deserves. я вам пришлю ответы. То есть я все внимание уделю вашим вопросам. That way you don't have to worry about your questions asked. Тогда больше вам не нужно переживать из-за своих вопросов. I can get to the foundation work what I have to get to. Мне важно провести вот эту работу основополагающую, которая формирует основу. And everybody's happy, okay? И я надеюсь, что все будут довольны. All right. So tomorrow we're just doing practice.
Итак, завтра мы будем заниматься только практической работой. I'll fit in some questions, Я постараюсь ответить на какие-то из вопросов, but we got to get a lot done. но нам нужно очень много сделать. Have a great night. Всего доброго.